Всем привет! Сегодня в обзорах с прилавка поговорим немного о лупах. Часто люди, которые не имели с ними дела, имеют неправильное представление об их возможностях. Как следствие, делают неправильный выбор. Их существует много разновидностей. Вот основные. Обычная лупа в основном предназначена для чтения. Может быть со стандартной ручкой, а также есть вот такие лупы, которые можно положить, например, на текст и водить ее по поверхности. Такие лупы идеальны для чтения. Настольная лупа используется в тех случаях, когда нужно освободить руки. Лупа «Третья рука» предназначена для пайки, так как есть специальные зажимы для платы и подставка для паяльника. Лупа «Очки» может быть с маленькими линзами для часовщиков и ювелиров, а также с большими, которые подойдут, например, для шитья. И ручные микроскопы для рассматривания совсем мелких деталей. Для правильного выбора лупы важно понимать взаимосвязь между размером линзы и ее степенью увеличения. Степень увеличения линзы выражается в диоптриях. Но чаще всего в характеристиках пишут не диоптрии, а кратность. Во сколько раз линза увеличивает изображение. Перевести диоптрии в кратность и наоборот можно по вот этой формуле. Например, если у линзы степень увеличения 2, то получается 4 диоптрии. И наоборот. Однако выбирать лупу по принципу «чем больше, тем лучше» неправильно. Стоит учитывать еще и фокусное расстояние линзы. Это максимальное расстояние, на котором линза будет давать четкое изображение. Итак, существует прямая взаимосвязь всех этих параметров. Чем меньше диаметр линзы, тем больше степень увеличения. Чем больше степень увеличения, тем меньше фокусное расстояние. Например, линза диаметром 120 мм будет давать увеличение в 4 раза, а фокусное расстояние 250 мм. А линза диаметром 30 мм будет давать увеличение в 10 раз, но фокусное расстояние уменьшится до 40 мм. Поэтому в очках для часовщиков и ювелиров предметы нужно располагать очень близко к линзам, что уменьшает пространство для маневров. Также с большей степенью увеличения уменьшается поле зрения. Важно подобрать золотую середину. Всем спасибо за просмотр, поддержите канал лайком и комментарием. Увидимся!